Итак, сегодня у нас особенный формат. Чемпионат России по прыжкам. Это не про программы, не про образ, а про риск, зрелищность и, конечно же, стратегию. Именно поэтому этот турнир так интересен. Здесь невозможно спрятаться за хореографию или музыку. Остается только техника, нервы и точный расчет. Чемпионат России по прыжкам проходит в формате на вылет. Состоит из 3 раундов: четвертьфинал, полуфинал и, конечно же, долгожданный финал. В каждом раунде фигуристы выходят на лед с конкретным заданием. Нужно исполнить определенный набор прыжков. Важно! На каждый элемент у спортсмена есть максимум 2 попытки, и в зачет, конечно, идет лучший из них. Ошибся, есть шанс тут же все исправить. Это добавляет драмы. Иногда первая попытка пробная, а вторая уже идет на максимум риска. Ой, чемпионат России по прыжкам – это, конечно же, про риск. Прыжки оцениваются по привычной системе ISU, а вот баллы не сгорают, они накапливаются от раунда к раунду. Расслабляться все равно нельзя. После каждого раунда турнир продолжают только те, кто набрал больше всего баллов, а вот, к сожалению, остальные выбывают. И это добавляет интригу. Иногда спортсмен идет ва-банк сразу, иногда оставляет риск на вторую попытку. И мы это часто видим прямо по их реакции. Итак, мы начинаем с четвертьфинала. Здесь каждому фигуристу нужно показать 3 элемента. 2 разных сольных прыжка и 1 каскад, максимум из 2 прыжков. Это самый быстрый раунд. Времени на него всего минута с небольшим, и спортсмену нужно сразу включаться в борьбу без раскачки. Да, на все дается ровно 1 минута и 15 секунд. Чаще всего для этого раунда спортсмены выбирают самые надежные прыжки. Ошибка в самом начале может стоить выхода в следующий раунд. А вот дальше, в полуфинал, проходят 6 спортсменов с лучшей суммой баллов. В полуфинале задание усложняется. Сольный прыжок, каскад из 2 прыжков и каскад из 3 прыжков. Вот такой крайне редко можно увидеть во время соревнований. Вот здесь начинается настоящая тактика. Нужно решить, где рисковать, а где брать качеством и надбавками за чистоту исполнения. Да, времени чуть больше. 1,5 минуты. Но и цена ошибки, конечно же, гораздо выше. Ноги устают, концентрация падает, и именно здесь часто случаются неожиданные развороты. Это полуфинал, и частота исполнения становится особенно важной. Да, в финал выходят только 3 спортсмена, и, конечно же, учитываются баллы сразу за 2 раунда. Это четвертьфинал и полуфинал. Иногда в финал попадают не самые рисковые, а самые стабильные, и это тоже часть интриги. И иногда мы видим, как фавориты не доходят до финала именно из-за одной ошибки в полуфинале. Итак, финал. Кульминация турнира. Максимум сложности и максимум напряжения. На льду остаются всего 3 спортсмена. Конечно, те, кто прошел самый жесткий отбор. Каждый из них уже показал максимум, но это финал, это совсем другая история. Здесь разыгрывается титул чемпиона страны. Всего 4 элемента. 2 сольных прыжка – это проверка чистоты и стабильности. Каскад из 2 прыжков – это уже проверка концентрации. А вот длинный каскад до 5 прыжков – это уже испытание на предел человеческих возможностей. Да, это серьезная проверка и на технику, и на выносливость. Каскад из 5 прыжков невозможно увидеть на обычных соревнованиях. Невозможно. Итак, финал. На все 2 минуты. Кажется немного, но за эти 2 минуты может решиться судьба всего турнира. Здесь уже решают и техника, и хладнокровие. Каждая попытка может решить судьбу золота. И особенно важно помнить, баллы накапливались с самого первого раунда. Иногда спортсмен выходит с небольшим запасом, иногда догоняет, и ему приходится рисковать. А вот побеждает тот спортсмен, который по сумме всех раундов наберет больше всего баллов. Поэтому финал чемпионата России по прыжкам – это всегда борьба до последнего прыжка и до последней попытки. И именно поэтому этот турнир так интересно смотреть. Все решают прыжки. Честно, может быть жестко, но зато как зрелищно. Ой, зрелищно. Чистые прыжки, риск или холодный расчет. Мы готовы, вы готовы. Тогда что? Поехали!